Привет, вы на канале Яхты на колесах, а мы находимся в подмосковных Мытищах, и сегодня у нас необычный обзор. Мы снимаем обзор на Golf 2. Мы решили, что это прикольная идея, потому что все автодома. Ладно, нет, я шучу, конечно. Обзор действительно необычный, потому что мы сегодня находимся на съемочной площадке кино. А это игровой автомобиль, но будет и автодом. Я уже когда-то в роликах говорил о том, что я не работаю в компании «Яхты на колесах», а автодома — это просто моя любовь, и я просто люблю на них путешествовать, о них рассказывать, а по профессии я режиссер. Я снимаю кино, рекламу, вот эти ролики на этот канал. Поэтому сегодня я приглашаю вас на съемочную площадку моего фильма, ссылочку вы найдете в описании, и мы посмотрим, как автодом работает в условиях съемочной площадки, как он помогает съемочной группе, ну и зададим несколько вопросов людям, которые, кто-то из них в первый раз столкнулся с автодомом, а кто-то уже бывал на съемочных площадках. Я не первый раз сталкиваюсь уже с автодомами. Я на них ездила, но скорее это были больше какие-то travel штуки, то есть мы ездили там в путешествия в другие города на автодоме, но именно в рамках кино я сталкиваюсь с автодомом первый раз, и это просто наше спасение. Это очень удобно, это очень круто, то есть на площадке, вообще, то есть на тех сменах, на которых мы были без автодома, это было ужасно. В уборную ходил в начале смены и в конце, потому что как бы в середине устроить такое было сложно. Вообще, в принципе, до проекта я никогда не была в автодоме. Для меня это всегда было каким-то сказочным сказочной вещью. Закрой глаза. Я как бы уже давно как бы в актерской среде, вот. Для меня это как бы в порядке вещей, честно скажу. Обычно на проекты берут более дешевые, что ли, и, в принципе, наверное, это один из самых качественных трейлеров, которые я, в принципе, видел на съемочной площадке. Про автодома слышал только от Антона. Когда Антон показывал видео с ним же, такой говорит: смотри, какой красавчик. Их услышала, собственно, потому что ребята начали с ними работать и про них рассказывать, и, собственно, пригнали его к нам на съемку, и вот так я с ними познакомилась. То есть до этого я видела только трейлеры, да, и прицепы, которые отдельно от автомобиля. В Мордовии встречала автодома? Какие в Мордовии автодома? Там обычных домов нету. Все живут в фигвамах. Чаще я видела трейлеры где-то, и даже в Европе я знаю, что кемпинги — это не те кемпинги, которые у нас, а это такое собрание именно этих прицепов, которые тоже, просто они стоят отдельно, и все. А автодом, кажется, что это что-то из американского путешествия, что-то очень далекое, и что-то, что совершенно не встречается у нас. Автодом штука универсальная, и поэтому на съемочной площадке достаточно незаменима. Это одновременно может быть и гримвагеном, и местом, где может отдохнуть съемочная группа между дублями, потому что иногда приходится ждать достаточно долго, например, какого-то светового состояния. И благодаря тому, что здесь есть кровати, можно, например, актера отправить поспать. Ну и, конечно же, спасают такие вещи, как плита газовая, то есть это автономность, холодильник, который также может работать от газа, и если нет подключения к сети, мы все равно можем здесь хранить какие-то продукты. Ну и, конечно же, туалет, потому что когда ты снимаешь где-то в поле, без туалета никак. Мизансцену? Все, иду. Извините, пора на площадку. Слушай, мою работу на площадке в первую очередь вообще, потому что с точки зрения администрации процесса, во-первых, в него влезает много народу, то есть это упрощает логистику, то есть ты туда можешь посадить людей, ты можешь привести их на смену. Иногда, забегая туда за горячим чаем, действительно это удобно, это очень классно. Искренне завидую команде, которая приезжает и уезжает со смен на автодоме. Антон, сколько по документам можно перевозить людей? 6. 8? 8, по-моему, вместе с водителем. Когда вот так вот мы стоим и там работаем, господи, сколько там, 10-15 человек то есть в моменте могут находиться. Можно зайти с холодной улицы в теплый автодом. Тут есть печка, она довольно быстро разогревается. Мы это поняли на прошлой нашей смене, но когда было очень-очень холодно. Можно покушать, можно сесть, поговорить, попить чай. Единственный раз я обедал в автодоме, и то на водительском сидении, просто места не было. Было бы, конечно, хорошо бы, если бы нас было поменьше человек или побольше бы автодомов. Автодомов мало не бывает. Когда я была на других проектах, такого удобства не было. И когда я попала первый раз в автодом, я думала: господи, как же здесь хорошо, как же здесь удобно.
и комфортно гримировать, работать с актерами. Какие-то мелочи, которые нам очень полезны, они как будто приспособлены даже специально под наши какие-то задачи. То есть, например, там около стола висят там лампочки, например, с которыми удобно работать гримером. То есть гример там направляет как бы свет удобно на человека, там как бы, да, готовит там к сцене, например. Все под рукой. Например, когда приходит актер, его нужно переодеть, его вещи надо куда-то деть. И здесь, например, я опять же могу воспользоваться каждыми ящичками и просто убрать по каждому актеру его одежду. И когда уже актер меняет одежду после съемок, это все происходит в 2 раза быстрее. То есть автодом равно экономии времени в принципе. А в съемочном процессе это очень важно. Плюс еще возможность где-то полежать, отдохнуть. Чаще всего это у нас, эти места у нас забиты вещами, но тем не менее такая возможность там пару раз выдавалась, особенно на месте, которое над водительским сиденьем. По сути, это место, в котором можно полежать, поспать, и у нас было уже такое, что кто-то из команды там немножко отдыхал. И у меня будет свободно 4 или 5 часов, и это очень много, и я пойду, наверное, спать, естественно, потому что еще потом будет длинная смена до утра. Еще огромное преимущество автодома для кино, что там огромный багажник. У нас обычно просто вот в эти вот несчастные, если мы без автодома, то мы в несчастные вот эти маленькие легковушки, когда грузимся в эти багажники, это просто вообще сущат, как бы оборудования много, там вот можно его видеть, вот, и туда влезает всякое опероборудование, всякие сумки, пожитки худцеха, вот, художников. Мне помогает ужасно в работе, потому что есть зонирование пространства во время съемок. Я спокойно за костюм и реквизит, который хранится у меня. У нас получается, что мой автомобиль более технический, а автодом превращается в админский цех, гримерку, костюмерную, там зона для актеров, вот, такое убежище, чтобы согреться. Трейлеры чаще такие какие-то уже, ну, там проще сделано все оборудование, вся мебель внутри. Плюс чаще всего там нет туалета. И в целом, ну, я так понимаю, что он менее гибкий там в расположении, да, потому что прицеп нужно как-то еще разместить. А вот этот автодом, ну, ребята постоянно его куда-то так ставят, так что до него и близко дойти, и при этом его не видно в кадре, например. Еще, кстати, офигенно удобно, просто это тоже наше огромное спасение, то, что мы не можем здесь его нигде подключать к электричеству, то есть у нас здесь нету какой-то точки, к которой мы можем подключиться, но там есть газовая плита, и поскольку, опять же, мы работаем, как бы, нам холодно, вот, мы постоянно на улице, находимся постоянно на улице, там снимаем, замерзают актеры, замерзает съемочная группа и так далее, там то, что можно подогреть на газовой плите без подключения к сети, там тот же самый чай, там, например, там еду какую-то, это вообще-то тоже супер удобно и прям очень спасает. Вообще, в принципе, когда у тебя все под рукой, ты делаешь грим, ну, раза в 2-3 быстрее, чем если ты будешь копаться где-то там, может быть, в багажнике машины и ходить туда-сюда. Так что автодом — это огромный плюс, и я, когда впервые на этом проекте побывала в нем, я поняла, что по-другому работать больше не хочу. Немаловажно, там есть холодильник, и в нем удобно хранить энергетики. Это очень важный момент. Это единственное, зачем он нужен, холодильник в автодоме на съемочной площадке. Чтобы в любом случае дать профессиональный комментарий по поводу дизайна транспортного, нужно полностью исследовать, то есть съездить прямо в поездку полноценную, тогда столкнешься со всеми плюсами и минусами, и можно дать полную оценку. Вот. Но пока что я просто вижу, что в этой индустрии очень много своих лайфхаков, очень много своих находок в плане организации пространства, чтобы оно было и эргономичным, и компактным, и очень удобным. Я очень заценила двигающуюся, ездящую вот эту шторку. Там есть как бы места, там даже там в туалете, несмотря на то, что он выглядит маленьким, там очень удобно переодеваться актером, как бы в том числе, потому что по автодому постоянно куча людей какие-то ходят там туда-сюда, актер зашел, там быстренько переоделся, все. Ты там все вещи, как бы, опять же, можешь держать. То есть у нас вещей на самом деле дофига. То есть я не знаю, как бы сейчас, конечно, не видно, но людей на площадке очень много, вот, и там куча всяких шкафчиков, которые там аккуратно разложил вещи, как бы актеры не путаются, там не ищут потом по всей площадке свои там ботинки и так далее. У каждого актера там свой шкафчик. Вживую поработал, хочется прям пожить в нем.
хочется пожить. Ну, как бы до конца-то не поработал, надо пожить, поспать там в нем, поесть. Вот, пока что только вот так вот зашел, а тут народ выгнали, сказали, мешаешься. Все, это максимум. Это там только ручки помыть, да булочку схватить. Ну, как бы мне 15 лет, да, и про опыт эксплуатации автодома тоже, как и с удобностью возможности грима, да, я могу плохо судить. Но мне кажется, если мы берем, опять же, этот автодом, то он будет очень удобным в плане, там, может, какого-то отдыха на природе, да, там рыбалки, не знаю. Как домик на дереве, это какая-то мечта детская, то есть какое-то пространство нестандартное, необычное для повседневности, в котором хочется побывать. Даже если вот он просто стоит, как у нас сегодня, очень интересно зайти, хочется сразу залезть на верхнюю полку, и можно даже, в принципе, никуда не ехать. Хотя, если поехать, то это вдвойне интереснее. Я, конечно, хотела в чем-то еще поучаствовать, либо самой взять в аренду, либо в какой-то момент спустя много-много лет заработать кучу денег на такое. Желание вообще у меня еще было до работы в проекте, желание вообще о приобретении автодома или аренды и для путешествий у меня было такое. То есть мы с друзьями очень хотели снять бы автодом и отправиться куда-то в путешествие. Потому что мы походники, и обычно с палатками это, конечно, весело, но в автодоме, мне кажется, это было бы еще веселее. Например, на Селигер. И там приезжали люди в таких автодомах, и я думал, что вот круто. Ну, вот люди живут, у них еще сверху там какая-то лодка там. Вот. А мы просто приезжали там на семерке, раскладывали палатки, вот, и завидовали таким людям. Ну, как бы белой завистью, наверное, все-таки. На самом деле я больше, конечно, люблю яхты. Вот. Но автодома я бы, наверное, взял в аренду. Я даже подумывал насчет этого, что некий устроить трип путешествия по России матушке. Это может быть Байкал, то есть Алтай, или же все-таки поехать как-то по Европе в автодоме. Мне кажется, это был бы просто восторг. Вот там, например, по Золотому кольцу бы съездила. Я была в нескольких городах. И мне кажется, это очень круто вписывается в такой автомаршрут. Очень классно, когда ты втроем, вчетвером там, путешествуешь, там места хватает просто за глаза. Я вообще как бы очень давно смотрю на них с точки зрения путешествий и так далее, это вообще моя огромная мечта. Вот. А пока как бы так как-то в аренду удается брать. А с точки зрения кино вообще я считаю, что это абсолютно необходимая вещь. То есть как бы я надеюсь, что рано или поздно мы дорастем до какого-то там большого продакшена и так далее, и там 100% должны быть автодома. Вот. И если они будут такими же классными, удобными и красивенькими, то это вообще будет прекрасно. Да, 100%. Наверное, все-таки использование автодома в качестве путешествия – это как отдельная, что ли, субкультура, да, если это так можно назвать. Это больше такой свой вайб. Лететь на самолете для того, чтобы пропустить все путешествие само и конкретно приземлиться в какую-то точку, то да, можно, конечно, полететь на самолете. В неспешности. Ну, то есть у тебя вообще нет никаких обязанностей ни перед кем. То есть нет проблем по поводу жилья, да, у тебя не будет вопроса, где я буду жить. Или на чем я могу доехать обратно. Там. Хочу проехаться по городам, и вряд ли мне самолет поможет сказать посередине. Так, я в Ростове выйду. Завтра меня подберете здесь. Вера, скажи, пожалуйста, как водитель со стажем, тебе хотелось бы поводить автодом? И как думаешь, было бы это тебе тяжело? Не знаю, надо попробовать. Я бы с удовольствием попробовала. Я надеюсь, тебе представится такая возможность. Антон не разрешает мне рулить. Говорит, там есть несколько нюансов, 2, про которые я должен узнать, но у него нет времени рассказать. Поэтому пока что не случилось, но очень хочется. Я даже не знаю, мне кажется, это глупый вопрос, потому что автодом — это приключение. Мне кажется, даже поездка в соседний район в пятерочку за картошкой в автодоме должна стать чем-то незабываемым. Вот. А в работе, когда тебе нужно пространство, нужно размещать людей, сложный организационный момент — это вообще незаменимая вещь. Я бы использовала бы в съемках 100% автодома. Вот. Ну и, конечно же, путешествия. Мне кажется, наличие автодома или хотя бы понимание, как его арендовать, знакомство, в общем, с этим всем процессом сразу включает какой-то travel хромосому у нас. И мне кажется, что если у тебя есть автодом, или ты знаешь, как его арендовать, где там и что ты хочешь, то ты начинаешь планировать поездки просто ради того, чтобы это случилось.
все, всем спасибо, смена окончена. Про кино надо не рассказывать, кино надо смотреть. Так что все увидим в кино. Все на ловец. Все туда. Вот, да, туда. И автодома покупайте. Оттуда тоже можно смотреть. Там есть смарт-ТВ, там вообще офигеть, что есть. Там даже можно телефон зарядить. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилась сегодня наша такая небольшая экскурсия в мир кино и нестандартный взгляд на автодом. Для нас это привычная история, надеемся, что для вас это было что-то неординарное. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить, пишите комментарии. Также можете подписаться на соцсети моего режиссерского проекта, ссылочки в описании. Меня зовут Антон Муравьев, до новых встреч, пока.